Друзья, рада вас видеть на канале Советы для дома. В этом видео хочу вам показать, что будет, если добавить соду в средства для мытья посуды. Совет экономичный, экологичный, средство получается очень эффективное, поэтому обязательно попробуйте так сделать. Для сегодняшнего рецепта нам нужна обычная пищевая сода. Уверена, вы найдете ее у себя на кухне. Если вы покупаете средство для мытья посуды, а оно густое, отлично отмывает посуду, это прекрасно. Но если вы купили первый раз какое-то средство для мытья посуды, а оно оказалось жидкое, плохо отмывает загрязнения, плохо пенится, тогда его можно усилить с помощью соды. Сейчас я вам покажу как. Еще этот способ вы можете применять в целях экономии. Покупаете одну бутылку моющего, делите ее на 2 и в каждую добавляете соду. Таким образом у вас получается 2 бутылки моющего средства без потери качества. Возьмите кружку, насыпьте в нее 1 столовую ложку соды и залейте ее кипятком. Теперь этот раствор нужно хорошо перемешать, чтобы сода полностью растворилась. После того, как сода растворится, оставьте раствор, чтобы он остыл. Что касается средства для мытья посуды. Если у вас осталась половина бутылочки, тогда сразу переходите к тому моменту, где его нужно смешивать с содовым раствором. Если у вас, как и у меня, бутылочка с моющим полная, тогда нам понадобится еще одна бутылочка, только пустая. Она у меня, кстати, тоже от средства для мытья посуды с вот таким удобным дозатором. Что нам нужно сделать? Нам нужно перелить половину средства для мытья посуды в пустую бутылку. Примерно половина моющего у меня осталась в этой бутылке. Его я убираю. С ним вы можете, кстати, сделать то же самое. Или можете долить в бутылку уксус. Средство получается совершенно другое. Ссылку на видео с подробным объяснением оставлю в подсказке вверху справа и в описании. Переходите, смотрите. Когда содовый раствор полностью остынет, перемешивайте его. И добавляйте в средство для мытья посуды. Я с количеством содового раствора угадала, бутылка почти полная. Если у вас до верха еще много места, тогда долейте воду. Закрываю крышку дозатором и аккуратно перемешиваю средство. Не нужно при этом его сильно трясти. Просто несколько раз переверните бутылку вверх дном. Моющее средство состоит из ПАВов. Они цепляются за жир, и вы легко смываете его водой. Сода повышает щелочность раствора, плюс она ослабевает связь жира с поверхностью и помогает ПАВам быстрее подхватить загрязнение. То есть, по сути, сода усиливает действие моющего средства. Сейчас я вам на примерах покажу, как это работает. Жир и нагар на стеклянной форме для запекания, которые не отмываются просто средством для посуды, вы запросто отмоете. Намочите форму водой. Нанесите немного средства на влажную губку и хорошенько намыльте всю форму. Оставьте на 5 минут, а затем приступайте к мытью. Это касается только застарелых загрязнений. Данное средство также подходит для обычного мытья посуды. Вы им запросто отмоете налет от чая и кофе, жирную посуду, так что смело можете использовать его каждый день для мытья посуды. Ну вот, смотрите, вся эта липкость и пригар отмываются просто за считанные секунды. Сейчас сполосну форму под водой,
Слышите? Она аж скрипит от чистоты. И давайте оценивать результат. Все отмылось очень быстро, прямо до идеальной чистоты и скрипа. Средство замечательно справилось. Липкие фасады кухни и жирные пятна на кухонных шкафчиках вы тоже можете отмывать. На влажную губку добавляю немного средства и распределяю его по низу шкафчика, где у меня есть жирные брызги. Через 5 минут после того, как средство уже поработало, а оно за счет щелочной среды лучше разрыхляет жировую пленку и хорошо убирает застарелый жир, мягкой губкой отмывайте жир с поверхности. Затем протирайте шкаф влажной тряпкой несколько раз и вытирайте его насухо. Таким образом вы можете отмывать кухонную вытяжку, верх кухонного гарнитура и липкую плитку над плитой. Липкие ручки кухонных шкафов, чтобы отмыть и при этом не поцарапать и не испортить их, вы тоже можете воспользоваться сделанным средством. Мягкой губкой распределяйте средство, дайте ему время поработать, размягчить жир и грязь, а затем приступайте к мытью ручек. Поскольку сода хорошо нейтрализует запахи, то есть она именно устраняет, а не маскирует запах рыбы, лука, то данное средство хорошо подойдет для мытья пластиковых контейнеров и крышек. То есть смело им можете мыть пластиковый контейнер из-под селедки или из-под холодца. Межплиточные швы на кухне обычно запачканы жиром, особенно в области плиты, или это может быть разлитый чай, или, например, варенье с ложки на пол капнуло. Чтобы отмыть межплиточные швы, протрите пол сначала влажной тряпкой, затем нанесите немного средства вдоль всех швов и распределите его щеткой. Через 5 минут пройдитесь щеткой по швам, и прямо на ваших глазах они начнут светлеть. Я взяла щетку с короткой ручкой, но если вы возьмете щетку с длинной ручкой, то вам даже наклоняться не придется, и отмоете вы все очень быстро. Дальше берите швабру, протирайте пол и можете радоваться тому, что затирка снова выглядит идеально. Во время готовки разливы и жирные брызги на плите не редкость, особенно если вы что-то жарите. Если есть время, то берите средство и после того, как закончили готовить, сразу протирайте плиту. Если времени нет, не страшно, с застарелым коричневым пригаром и засохшими жирными каплями средство тоже справится. Только не забудьте нанести его и оставить, чтобы оно могло поработать. Вот так простая сода может улучшить средство для мытья посуды, так что обязательно попробуйте добавить ее в моющее. Жирные сковородки и кастрюли, пластиковые контейнеры с неприятным запахом и разделочные доски, да и в целом уборка на кухне больше не будут для вас проблемой, если такое средство будет под рукой. Экономно, экологично, уверена, вам понравится. Если видео было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, до встречи в других видео.